Всем привет! Вы на канале Don't Be Bored Games, и сегодня мы поговорим немного о предыстории игры Don't Starve. Многие играли в эту игру, но в ней не объясняется, что это за персонажи, откуда они взялись и в чем там собственно дело. Вот сегодня об этом и поговорим. 1901-1904 годы. 26 июля 1901 года Уильям Картер, высокий, худой и нервный иллюзионист в больших очках, прибывает из Ливерпуля в Нью-Йорк к своему брату Джеку и племянницам-близнецам Венди и Эбигейл. По приезду он узнает, что те всей семьей переехали в Калифорнию, и ему негде остановиться. Уильям пытается держаться на плаву, но его выступления проваливаются. Он залезает в долги и в конце концов, отчаявшись, в августе 1904 года покупает билет на поезд до Сан-Франциско. В дороге случается происшествие. На железнодорожном переезде поезд врезается в цирковой вагончик. В катастрофе много пострадавших, а сам Картер пропадает без вести в Невадской пустыне. 1904-1906. Позже оказывается, что Картера спас цирковой силач Вольфганг. Уильям отправляет брату открытку, в которой подтверждается, что он выжил, и нашел книгу, открывающую ему новые невероятные возможности. Книга называется «Кодекс Умбра». В июне 1905 года в Сан-Франциско открывается новое шоу, где Уильям Картер предстает перед зрителями как Максвелл Великий. Он больше не носит очки и вообще выглядит весьма презентабельно и ведет себя уверенно. С помощью кодекса он проводит некие ритуалы с призывом странных темных существ и ведет записи о своих экспериментах. Максвелл нанимает для шоу ассистентку, девушку по имени Чарли, и у них складываются крепкие отношения и на работе, и вне ее. Продолжая изучать книгу, Максвелл все глубже погружается в оккультные ритуалы. Он полагает, что сможет контролировать темные сущности и использует новые знания в шоу, поэтому скрывает от всех и книгу, и свои эксперименты. 17 апреля 1906 года Чарли приходит к нему домой и обнаруживает за камином секретную комнату, в которой находит Кодекс Умбра. Пока девушка разглядывает книгу, в соседней комнате появляются теневые руки. Их побеждает Максвелл, который волшебным образом появляется из фотографии. Чарли в это время рассматривает безумные каракули на стене комнаты, видимые только в свете специального фонаря. Напуганная и озадаченная девушка сбегает, прихватив с собой некоторые из вещей Максвелла и оставив ему записку о том, что им придется расстаться. Вечером в театре Максвелл уговаривает Чарли провести одно последнее выступление. На этом шоу он пытается вытянуть из кодекса теневые сущности, но не справляется, и вместо этого они сами затягивают свое измерение и неудачливого иллюзиониста и его ассистентку. Позже артистку объявляют пропавшей без вести. На следующий день в Сан-Франциско происходит землетрясение. Квартира Максвелла рушится, среди обломков остается наблюдатель теней. 1906-1910. Чарли поглощает тьма. Именно Чарли и есть тот невидимый монстр, который убивает персонажа, если в игре он окажется в темноте дольше, чем на пару секунд. Максвелл становится демоном, восседает на троне теней и оказывается в ловушке мира Don't Starve, который называется постоянство. Он может создавать копии своей сущности и управлять ими. 1910-1921. Пытаясь одолеть скуку, Максвелл начинает взаимодействовать с нашим миром, заманивая в постоянство новых людей. Он отдает предпочтение артистам, а также тем, у кого есть свои темные навязчивые идеи и секреты. Вот некоторые из жертв демона, они же персонажи игры. Утратившая былую славу и считающая себя женщиной-викингом, театральная актриса Викфрид принимает от Максвелла предложение снова стать звездой и оказывается в его ловушке. Максвелл по-своему отблагодарил своего спасителя, силача Вольфганга. Когда того поймали на читерстве в цирковом номере, его карьера оказалась под угрозой.
Тут-то Максвелл и предлагает Вольфгангу обладание сверхъестественной силой. Уиллоу рано осиротела и жила в приюте с жестокими воспитательницами, а вскоре оказалось, что по ночам ей видятся ужасные существа, от которых мог защитить только ее верный плюшевый мишка Берни. Но Берни отняли в наказание, и те не явились за Уиллоу. Ей ничего не оставалось, кроме как постоять за себя. Именно тогда она и узнала, ничто не сдержит тьму лучше ревущего пламени. Максвелл пытается похитить своего старого кредитора из Нью-Йорка Джорджа Т. Уизерстоуна, но на тротуаре с ним сталкивается незадачливый уличный мим Уэс, и вместе с двумя воронами он вместо Уизерстоуна улетает в постоянство. 1914 год. Одна из племянниц Максвелла, Эбигейл, погибает в результате несчастного случая. Позже ее сестра Уэнди Картер пишет в дневнике: «Я все еще слышу странную музыку во сне. Одна и та же песня повторяется снова и снова. Это ты, Эбигейл? Ты пытаешься мне что-то сказать?» 1919 год. Ученый Роберт Вакстафф на своей фабрике Ваксола в Сиднее, штат Огайо, выпускает радиоприемник Ваксола PR-76. Вакстафф на своей фабрике экспериментирует с порталом в мир постоянства. Происходит авария, старый ученый исчезает в портале, и он разрушается. А на фабрике происходит пожар, в котором сгорают все приемники. В какой-то из дней, еще до аварии на фабрике, Вакстафф передает отцу мальчика Уэбера паука из мира постоянства для исследования. Вебер без спроса заходит в кабинет отца, и паук вселяется в него. Отныне в Вебере живут две личности – мальчика и потустороннего паука. Вайнона, старшая сестра Чарли, после исчезновения пытается ее найти. Следы приводят на фабрику Вакстаффа, и она устраивается на нее работать. Во время аварии девушка пытается вытащить ученого из портала, но у нее не получается, и в руке остается только перчатка профессора. Вайнона, будучи отличным инженером, ремонтирует портал и включает его. Оттуда появляется Чарли, а вернее ее темная сущность, и затягивает сестру внутрь. 1921 год. Уилсон, бесстрашный, но довольно самонадеянный ученый-джентльмен, обладатель единственного сохранившегося радиоприемника Ваксола PR-76, получает через него сообщение от Максвелла. Демон говорит, что счел его достойным получить некие секретные знания. Уилсон соглашается и создает странное сооружение, которое является ничем иным, как дверью Максвелла, порталом в постоянство. Радиоприемник приказывает ему включить устройство, а появившиеся сзади темные руки толкают Уилсона в портал. С появления Уилсона по ту сторону портала и начинается классическая игра Don't Starve. Мы же будем играть в обновлении игры Don't Starve Reign of Giants, Царство гигантов, которая вышла чуть позже, чем основная игра. Если вам понравился мой рассказ о предыстории игры Don't Starve, не стесняйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите прохождение игры Don't Starve Reign of Giants.